Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Азамель. Сегодня у нас очередной мукбанг с роллами и с роллом чука. Но на самом деле здесь есть и ролл чука, и салат чука. Вот такая вот у меня любовь с чукой. Значит, заказали мы из Жиро Суши. Я всегда оттуда заказываю Филадельфию люкс. Сегодня решила поэкспериментировать. И взять другие роллы с лососем. Лосось так чувствуется выраженно. Это же лосось, да. Лосось обжаренный. Смотрите, сколько лосося. Наверху просто навалили этого салата чукки. И еще ореховый соус добавили. Еще у меня есть отдельный ореховый соус. Огромные порции, всего за 5 манат. Заказывала в некоторых местах. Бывают просто очень маленькие порции, поэтому оттуда уже не заказываю. Даже бывает, что ореховым соусом не поливают. Просто там чуки навалили, все. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Читаю каждый комментарий под видео. Очень часто стараюсь отвечать. Некоторые блогеры могут строить из себя занятых людей, но мне тоже бывают моменты, когда я, допустим, занята и могу какой-то комментарий упустить. Но сейчас я особенно отвечаю на комментарии, потому что мне интересно. Хотя их больше, чем раньше. Такие там разные комментарии. Я очень рада, что у меня не большая часть, а почти все подписчики адекватные люди. 99% точно. Но среди них встречаются такие смешные комментарии. Но я пока новая, наверное. У меня нет долголетнего опыта блогера. Поэтому для меня это немного дико, потом смешно. Такие комментарии встречаются реально. Говорю я в видео, что если вы хотите поддержать типа блогера, то вы можете смотреть видео до конца. Это какая-то поддержка, я объясняю. И комментарий. Почему мы вам что-то должны? Вот мне просто хочется человека спросить, укажи мне место или там, не знаю, секунду, где я сказала, что ты должен это делать. Потом думаю про себя, если я буду каждому так отвечать, это все мое время угробит просто. Вместо этого я могу что-то полезное подумать для контента и снимать для людей, которые реально меня смотрят. Этих подписчиков, конечно, единицы. Поэтому я на них как-то не обращаю внимания. Все равно. Давайте почитаем ваши вопросики. Мишутка пишет ответ. Вопрос, ответ. Привет, хочу задать вопрос. Как ты относишься к творчеству Алишера и слушала когда-нибудь его песни? Ну, мне показался интересный вопрос. Кстати, еще одна девочка задавала про Джонни вопрос. Хотела как-то это соединить. Но про Джонни я ей в комментариях ответила. Она спрашивала, знаю ли я его и как отношусь. Ответ будет контрастный. Джонни я знаю, он азербайджанец. Вполне себе талантливый парень. То есть, насколько я знаю, видела его в пару раз.
скромный такой человек. Если его слава, конечно, не испортит, то совершенно нормально, хорошо отношусь. Тем более его очень любят в России. Даже не только в России. Много русскоязычных ребят из разных стран. Но, что касается Алишера, где я его увидела в первый раз, по-моему? Ну, во-первых, в одно время в Ютубе просто везде был этот Алишер. Начиная от кулинарных каналов, до интервью, до чего угодно. Даже обзорщики делали на его рестораны обзоры, чтобы набирать больше просмотров, чтобы набрать популярность. То есть само имя Моргенштерн уже набирал такие просмотры, поэтому все снимали. Фудблогеры снимали обзоры на его рестораны, там, не знаю, те или иные люди просто задействовали его имя, чтобы как-то набрать популярность. Сейчас, как мне кажется, это успокоилось. Не знаю, с чем это связано, но чисто мое мнение. Я не считаю его за исполнителя вообще. Никогда в жизни не слушала его музыку, но слышала, как слышала. То есть, например, если снимали про него видео, какие-то обзоры, там в переходах каких-то, там его песни звучали. Человек просто... Я понимаю, что это нужно для шоу. Я понимаю, что это нужно, чтобы стать известным. Чтобы... А известность — это что? Известность — это деньги. Он даже, по-моему, где-то я смотрела в каком-то ролике, вот он говорил, что у меня нет принципов. Тот человек беспринципный просто. То есть ему только важно, чтобы он был богатый и были деньги. И он этого добился. Я думаю, что у него там... полно денег. То есть, по сути, он не виноват, что он такой известный. Виноваты люди, которые делают его известным. Любой человек, даже если он вызывает негативную эмоцию, все равно он становится известным. Максимум, что вы можете сделать, когда вам кто-то не нравится, это не говорить о нем. Чтобы не придать ему популярности, имею в виду. То есть, в конечном итоге, никак я к этому человеку не отношусь. То, что он делает, я не считаю за творчество. Это лично мое мнение. Кто его слушает, кому он нравится, пожалуйста. Но это лично мое мнение. Я немного далека от всего этого. Есть такое, что иногда я не вмешиваюсь, я говорю, ну, человек смог, заработал, стал известным, молодец. Но в этом случае я не могу этого сказать. Я думаю, что заработанные деньги не стоят этого, того, что он делает. Пойдемте дальше. Вопросики еще здесь есть. Здесь очень много вопросов от пользователя для Нисо. Большой привет тебе. Привет. Надеюсь ответить на вопросы, а мукбанг, как всегда, идеален. Спасибо большое. Мне очень приятно читать такие комментарии. Если на двух разных... здесь очень много вопросов. Давайте я по одному буду читать. И буду отвечать
как я умею, да, кратко и ясно. Если на 2 разных планетах поселить только женщин и только мужчин, какая судьба ждет каждую из планет? Так. Я, наверное, очень скучно отвечу на этот вопрос, потому что рано или поздно жизнь бы на этой планете бы закончилась, а не знаю, что насчет мужчин, но думаю, планета с женщинами была бы очень веселая. Представляете? Везде только девочки. Наверное, там было бы очень много сплетен, очень много всего девчачьего, поэтому я думаю, что им было бы очень весело, но рано или поздно, по известным нам причинам, жизнь бы там закончилась и совершенно быстро. Не знаю, что было бы с планетой, где только мужчины. Наверное, она была бы слишком скучная. Но это мое мнение, как девушки. Второй вопрос. Вы бы открыли конверт, в котором была бы написана дата вашей смерти? Такие выдуманные вопросы. Мне иногда такие нравятся, как и фильмы. Иногда я смотрю такие не жизненные, а вымышленные немного. Хотя жизненные мне тоже очень нравятся. Я бы не открыла этот конверт. Ни в коем случае. Зачем мне это? Чтобы сидеть и ждать? Я бы не хотела бы знать дату именно. Но если вдруг, там еще был вопрос от другого пользователя просто. Но если бы вдруг у меня была бы какая-то болезнь смертельная, я бы хотела об этом знать. Но не прям точную дату, когда меня это настигнет. Нет, это бы я не хотела. А примерно, типа, вот у меня какая-то, если будет болезнь, я бы хотела это знать заранее. И как-то вот эти вот дни по-другому распределить, запланировать. Следующий вопрос. Пойти на преступление, чтобы накормить своего голодного ребенка. Это плохо или просто необходимо? Я думаю, что это плохо. Я не знаю, я не хочу насчет этого так говорить, потому что у меня никогда не был голодный ребенок. Я не знаю, как себя может повести в этом случае родитель, но в любом случае я думаю, что такими деньгами кормить своего ребенка, во-первых, я постараюсь, чтобы такого не было. Ну, как бы вопрос такой прямой. Допустим, это уже случилось, я бы не сделала бы этого. То есть я бы оставила своего ребенка голодным, чем сытым этой ценой. Так. Здесь еще один вопрос. Это даже не вопрос, а просто... Если бы вы могли видеть шкалу с измерением чего-либо над головой каждого человека, что бы это было? Рейтинг человека в обществе, уровень счастья, количество денег или оставшихся дней жизни или что-то другое? Я так понимаю, что это на мою фантазию, да? Оставили. Ну, смотрите. Насчет оставшихся дней вы уже знаете. Я бы не хотела такое приписывать. Я как бы себе не хочу, значит, другим тоже. Это бы не было оставшихся дней. Это бы не было рейтинг в обществе. Вообще нет. Наверное, был бы уровень счастья. Это, конечно, тоже не есть хорошо, но из вариантов самое такое. Очень интересный уровень счастья.
Сколько я уже наговорила. Обычно на такие вопросы я не отвечаю. Как-то хочется ответить на какие-то вот такие жизненные вопросы, да? Ну, в этот раз мне показалось интересным, поэтому решила ответить. Почему бы нет? Кстати, насчет марафона, с заданиями, которые мы хотели устроить, мы его все-таки сделаем. Потому что есть девочки, которые интересуются. И мне не важно количество людей, которые подключатся. Мне важно, чтобы эти ребята были настроены хорошо. И я надеюсь, что мы сможем это как-то интересно прокрутить, что даже люди, которые не хотели, они подключатся уже во время процесса. Поэтому я уже начинаю над этим думать, а мы с вами встретимся на следующем мукбанке. До следующих роликов. Всем удачи, всем пока!